общий расклад Таро, что с ним происходит сейчас и что у вас с ним или между вами будет дальше. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча посвящена гаданию по вопросам моих клиентов. Это общий расклад, за основу которого взяты вопросы реальных подписчиков, реальных клиентов, которые обращались на личные расклады. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию с загаданным мужчиной или загаданным партнером. И мы начнем сдалека, разделим весь расклад, условно говоря, на два блока. Первый блок можно будет назвать он, его семья, молчание и контакт. А второй блок можно назвать вы и перспективы. Логика отношений и ваша линия судьбы в будущем. Немножечко коснемся и вопросов личного характера именно вас, да. И первое, что я бы хотел посмотреть, это частый вопрос, который задают подписчицы, особенно женщины, и мужчины тоже. Что у него в семье или у нее в семье происходит прямо сейчас? Какая правда скрыта за 7 дверями? Здесь королева мечей. Королева мечей – это партнерские вопросы происходят, да, то есть они спорят, могут судиться, может происходить такое остывание. И как минимум женщина в семье чувствует себя одинокой. Женщина в семье борется за правду, за союз. И обычно эта карта часто о каких-то вопросах юридического характера. Поэтому у них, скорее всего, есть пересуды. То есть они обсуждают что-то очень сильно, спорят, судятся. И иногда эту карту можно истолковать как спокойствие некое, но я бы так сказал. У мужчины в семье сейчас холодные отношения с женщиной, с партнершей. Наверное, скорее всего, она ему все равно, и у них есть охлаждение. Но если мы на женщину смотрим, да, то женщина тоже охладевает к мужчине. Да, здесь охлаждение такое, остывание и некое безразличие. Не обращают внимания друг на друга, либо спорят о чем-то, да, вот так. Давайте тогда отсюда оттолкнемся. Следующий вопрос. Что он на самом деле чувствует к жене, да? Что это? Любовь, привычка, ответственность, может быть, усталость и так далее. Здесь король кубков, у него есть к ней чувства все равно. Давайте уточним. Этот король кубков, она его волнует. Хорошо или волнует плохо? Вот так. Он паш мечей, да, она его волнует, она его, знаете, напрягает, она его раздражает, она его, как минимум, в лучшем случае он ее ревнует, а в худшем случае она его все время держит в напряжении, во взволнованном состоянии, то есть, давайте так скажем, она его беспокоит. Либо он 24/7 за ней следит, по этой карте, да, это слежка, да, соответственно, ревнует, да, либо просто он испытывает к ней чувство тревоги, раздражения и недоверия. То есть тут уже смотрите по своей ситуации, может быть и то, но учитывая то, что первая карта холодная, я бы сказал, что больше здесь мужчина к женщине больше равнодушен, и она его злит, нежели он за нее переживает и ревнует ее, да, вот так. Поэтому, если в 2 словах сказать эти 2 первых момента, то между ними очень напряженная ситуация, где король кубков раздражен и
остывает по отношению к королеве мечей. То же самое со стороны королевы мечей, если будете смотреть обратную сторону. А с вами, именно к вам, у него чувства идут по иерофанту. И если мы видим эту карту с чувствами, это говорит о том, что между вами есть какая-то духовная связь. Давайте так скажем, духовный диалог. То есть его тянет к вам поговорить, его тянет к вам узнать о вас больше. То есть у него с вами налажен диалог духовного характера. То есть его тянет с вами общаться, поговорить, да, то есть, и скорее всего, и вас будет тянуть с ним поговорить. То есть, его чувство к вам, что вас ему не хватает. И на уровне эмоций, да, это двойственное ощущение, да, то есть такое двоякое. С одной стороны, он хочет говорить, а с другой стороны, ему интересно это делать. Ему интересно, ему нравится, то есть он как бы вовлечен немножко, да, и когда он с вами разговаривает, узнавая больше и больше о вас, новое, его все больше и больше, ему больше и больше открывается информация, и его все сильнее и сильнее притягивает к вам, да, то есть по сути у него чувство с вами, чувство духовного тяготения, объединения и духовного обмена информацией. Возможно, на данный момент это именно так, да, то есть этого достаточно. Окей, хорошо. Давайте так, если вот ему не хватает этой информации, вот что ему нравится в тебе больше всего? Вот то, что вызывает это тяготение, да? Туз мечей – это твой ум прежде всего, и это где-то может быть острота, все-таки острота ума, точки зрения, твоя активность, твоя живость и умение анализировать. Да, вот ты слушаешь, да, и подмечаешь что-то, да, расставляешь какие-то акценты на чем-то, да, вот он что-то объясняет, а ты там расставляешь как бы акценты какие-то, и картина становится ярче, да, вот так. То есть это твой ум, способность анализировать и твое слово. Здесь вербальная связь. Иерофант всегда идет по вербальной связи, и туз мечей – это тот же самый близнец, это те же самые весы. Соответственно, смотри, если сравнивать, вот его диалог с женой, у него он напряженный, а у тебя духовно связанный. Но у него партнерская связь достаточно устойчивая пока что на самом деле по вот этой карте. Это устойчивая карта, тем не менее. Хотя и охлажденная, и напряженная. Понимаешь, чем вы отличаетесь? Если там жена действительно, да, мы смотрим, то, это союз пока что еще, да. Хорошо, давай, а если вдруг он молчит? Спросим, частый такой вопрос. Вот какова, тут же разговор идет, да, и он может так вот духовно с тобой даже общаться. А если он замолчал вдруг, то какова истинная причина его молчания? Здесь мир, ты знаешь, очень тяжело по этой карте. Это связь. Он даже когда молчит, он имеет с тобой связь, поэтому это что-то трансцендентное, это что-то сверх. Вот его истинная причина, его молчания, что это, вот, допустим, страх, вина, контроль, влияние семьи, другая причина. Я пока скажу так. Может быть, эта карта отыграется в потоке, еще как-то к ней будет какая-то отсылка, я скажу так. Истинная причина его молчания пока что заключается в том, что он пытается таким образом не потерять связь, а удержать связь с тобой. То есть, сказав лишнее, он опасается или, скорее всего, боится разорвать с тобой связи.
То есть его молчание, оно о связи. Но эта связь не разорванная, это связь связи как таковой, да, то есть это закрывание цикла. Это не разрыв отношений, но и не продолжение. То есть он ищет, может быть, способы коммуникации, да, может быть, мотивы внутренние. То есть нельзя сказать точно, какова истинная причина его молчания. Но у меня такое ощущение, что своим молчанием он хочет продолжить эти отношения, может быть, переведя их на какой-то другой уровень, или в другое место, или в другие обстоятельства. Но его молчание не равно разрыв. Вот так. Хотя может выглядеть как разрыв на данный момент. Окей. Хорошо. Давай тогда спросим. Ну вот и здесь есть наблюдение некое. И давай спросим, следит ли он именно за тобой, да, там в соцсетях, ну и вообще как он наблюдает, да, за тобой, где именно он за тобой наблюдает, если следит. Ему сейчас не до этого, то есть он за тобой целенаправленно не следит, но часто думает, и он сожалеет о чем-то. Это карта такого сожалеющего отчаяния, условно говоря. То есть следит вряд ли по 5 мечей, а вот вспоминая, сожалеет, думая, сожалеет. То есть у него есть, возможно, сожаление. И у меня сейчас вот почему-то с потока идет, да, вот если взять это как ситуацию между вами, у вас была какая-то ссора. Ссора, которая, может быть, ну, была обусловлена его напряжением в семье, но он замолчал сейчас, и в этом молчании он сожалеет и ищет возможность наладить с тобой коммуникацию. Вот это приходит мне из потока, и на этом я хочу как бы сакцентировать все внимание в раскладе, потому что Иерофант, мир – это все о коммуникации. Иерофант идет через туз мечей, мир идет через сожаление и отчаяние, да, 5 мечей. Окей, хорошо. Но давай тогда немножечко опустимся на уровень ниже, да, на следующий уровень, и спросим. Ну, жена, допустим, у него есть, да, если ты знаешь, что есть жена, и здесь какая-то женщина. А если у него какая-то другая женщина, другая там пассия, там, как бы вы ее ни назвали, любовница, еще одна соперница, короче, еще одна женщина, третья, есть ли, кроме жены, как минимум. Ну, и если он не женат, то еще одна, может, какая-то. Нет, пока на данный момент ему не до этого. 4 мечей, возможно, потому что медведь зимой в спячке, да, ну, скажу так. Наверное, просто, ну, вот это вот состояние его такого летаргического сна. Сейчас еще одну женщину он позволить себе не может. Хорошо, давай так вот. Выйдет ли он на связь с тобой, да, если вдруг есть пауза, и, ну, что, может быть, должно случиться, чтобы он решился, да, на это. Выйдет ли он на связь? 4 кубков, да, его тянет к тебе. Да. Что должно случиться, он соскучится, ты соскучишься. То есть скука, тяга, вот это вот, желание пообщаться, желание интима, может быть, да, близости какой-то, мягкости, желание сюси-пуси, вот такое вот будет, да. То есть, ну, 6 кубков это все-таки больше об ухаживании. И ему захочется вот этого, и тебе, да, допустим. И вся эта энергия, она будет, ну, знаешь, как закон притяжения, да, происходить, и будет желание увидеться, да. Давай тогда спросим, когда это произойдет, вот ближайший срок, и, может быть, какие знаки, вот Иерофант, он о считывании знаков часто, да, когда это будет происходить.
Семерка мечей, когда устанет врать себе, когда устанет врать тебе, и это должно произойти в цикле 7. То есть семерка должна быть, может быть 7 число, может быть 17, может быть даже 27, да, ну семерочка. Может быть неделя, 2-3 недельки, да, вот так. То есть цикл семерка, неделя и семерки в цифрах. Может ли это быть 7 месяц? Вполне может быть. Вообще это зимняя карта больше, да. Месяц, скорее всего, будет, скорее всего, растущий. Хорошо. Будет ли у вас интим в итоге, да? Что в нем сильнее? Вот притяжение или мечи, или напряжение? Про интим спрашиваем. Будет ли между вами интим? Десятка пентаклей, да, будет, возможно, это не так скоро, и помимо интима, еще и, возможно, у вас будет нечто большее, чем интим. Десятка пентаклей – это всегда семья, это всегда объединение и нечто структуризированное, материальное, то есть что-то должно материализоваться, то есть это больше, чем интим даже. Давай посмотрим, что с ним происходит сейчас в голове, в сердце, да, вот, в желаниях. И что он никому не говорит, вот это трансцендентное, да. Ой, он ищет силу, он ищет энергию, он хочет, знаешь, как это называется, щегольнуть, да, вот, показать себя, да, ну, или просто випендритися, або, як це, похизуватись, да, українською. Он хочет. Что в нем происходит? У него отсутствие энергии, потому что он ее растратил на жену и те обстоятельства с тобой, которые у вас произошли, а у вас, скорее всего, ссора. У него не хватает на третьего человека, это для тебя уже это хорошо, да? Для жены это тоже хорошо, да, если есть соперница. То есть на третью соперницу не хватает уже силы. Вот. Но и на себя особо не хватает. То есть, по большому счету, в нем прямо сейчас происходит как бы ожидание, когда он загорится. Но этот импульс желательно, чтобы был извне. Это не его внутренний импульс, Паш. Это внешний импульс. Поэтому зажечь его можешь ты. И вот этой искрой, которая будет там в цилиндре этого мотора, да, можешь стать именно ты, да, или свечой зажигания, да, но больше искрой, чем свечой. Окей, то есть с ним происходит сейчас поиск мотива. Он ищет в себе мотивацию, согласно этой энергии, да, то есть он пытается как бы объяснить, а для чего ему, да, вообще что-то продолжать. Ну, так, если посмотреть, то здесь партнер, находится немножко в таком в истощенном, нересурсном состоянии, где он даже ищет мотивацию для того, чтобы как-то, может проявляться, да, более жизненно, что ли, да, более жизнеутверждающий для себя и для окружающих. Давай посмотрим здесь, какой может быть совет в связи с этой плачевной ситуацией. Здесь почему плачевная ситуация? Здесь пятерка мечей, мир и паж. С одной стороны, все плохо, с другой стороны, есть какая-то связь. И паж – это как будто бы его чем-то мотивировать. Вот что посоветуют карты в этой ситуации? Не терять с ним связь, не терять с ним контакта, поддерживать его, поддерживать чувства, быть мягкой, нежной, особенно для женщины. Мужчины это, в принципе, тоже касается. И постараться делать все как easy, делать все light, делать все softly, да, мягко. Такой месседж идет. Хорошо, давайте немножечко еще ниже спустимся, вот туда, в перспективы, вот вы перспективы. Если мы посмотрели, да, в общем ситуацию, да, вашу, где была ссора, да, возможно, жена есть, охлаждение и так далее.
давайте посмотрим в вашей ситуации, что реально между вами, да? Как эта ситуация выглядит. Вот часто вопрос задается, что между нами сейчас. Вот мы уже посмотрели ситуацию, как она выглядит по ситуации, по обстоятельствам. А как это называется? Что между нами? Да, вот именно чистый вопрос. Что между вами сейчас? Между вами сейчас есть шанс, опять-таки, извне. Это шанс судьбы. Он призрачный такой. Между вами призрачный шанс, но он есть. И смотрите, он и здесь и есть. С его стороны как бы. И вообще между вами. Но между вами еще может быть и ребенок, если у него есть дети. Это тоже играет роль. И между вами, возможно, вопрос детей и семьи. Пока что. Вот эти три момента между вами. Шанс, ребенок и возможность иметь семью и детей. Они как бы между вами создают, как кирпичик, матрицы будущей судьбы. Да, вот этой, ну это уже не фундамент, а кирпичик, да, или пазлик, да, пазлик судьбы, давайте так назовем. Давайте так и скажем, что между вами сейчас? Между вами пазлик судьбы, который вы можете использовать, можете не использовать, можете заметить, можете и пропустить. Почему? Потому что пажи, они эфирные. Но это единственный паж, который можно зацепиться. То есть между вами есть нечто материальное, за что можно зацепиться. Окей? Что происходит вот в его личной жизни, какие вот события на него давят, отвлекают, именно личная жизнь, да, там не жена, а вот еще что-то более такое кулуарное, как говорится. Ну, смотрите, у него могут быть трудности и вопросы с деньгами, долгами, работой, бизнесом, и он себя чувствует неуверенно, король пентаклей. То есть эти вопросы, и здесь паж пентаклей тоже усиливает эту карту и подтверждает. Ну и также и вопросы его отцовства, как папа-сын или папа-дочь, ну, как отец, они имеют над ним влияние, да, над ним власть даже, да, не сколько влияния, даже власть – это немного более, чем влияние. Хорошо. А по отношению к вам, вот в чистом виде, без семерок мечей, без оправданий, вот без масок и оправданий по отношению к вам, что он чувствует? У него смешанные чувства, здесь страшный суд. Он чувствует, что ему с вами классно духовно, но не хватает телесно. Страшный суд – это отсутствие физической формы и переход в духовную форму. Вот, ему с вами духовная связь есть, и он себя как бы обманывает, и вас где-то обманывает. Может быть, у вас до интима не дошло, или не очень получилось, или совсем не получилось. Или получилось, но теперь не хватает еще сильнее, понимаете, да, вот. То есть, по отношению к вам в чистом виде у него мощнейший духовный коннект и нехватка близости физического характера. Вот она. Видите, физические карты, вот они материальные. А здесь отсутствие материальной связи. Окей? Ну, что чувствуете прямо сейчас на 24 минуте 10 секунд, напишите мне в комментариях, мы же движемся с вами дальше. Хорошо. Давайте тогда спросим. Вот десятка пентаклей, она о перспективе, да, о каких-то планах на будущее, а здесь размышления, туз мечей. Вот частый вопрос, а есть ли у него осмысленный план на будущее с вами? Это чистейший вопрос в личных консультациях, или он просто вот тянет резину, тянет время? Есть ли у него план?
Колесница, да, у него есть план, и он его пока может не решаться сделать, но у него есть и планы, и амбиции, и потенциал, и сила, и воля, и силы воли нет, да? Ну, нет, у него это все есть. Нету решимости действовать пока. Вот нету той искры. Кто эту искру создаст? Вы, его жена, соперница, да, любовница, третья, четвертая, ну, то есть третьей у него там не хватает сил, мы сказали, да. То есть, смотрите, есть ли у него задуманный план на будущее с вами? Да, но нету решимости действовать или еще не произошло то событие, которое станет катализатором к этому действию. Вот. Хорошо. Какие планы у него есть? Вот что он сделает? Что он сделает? Да, на что он решится? Ну, или что он сделает, даже если он молчит? Девятка жезлов, он добьется своего. Если у него в целях стоит с вами объединение, да, то поздно или рано, рано или поздно этот человек, если ставит себе цель быть с вами, он будет с вами. То есть, что он сделает, даже если он молчит, он добьется того, к чему стремится. То есть он отважится все-таки. То есть огонь этот появится. Смотрите, паж жезлов, девятка жезлов. Очень классная комбинация. А давайте спросим просто, а кто может стать или должен стать катализатором этой вспышки? Вы, его жена, там, обстоятельства. Вот давайте сюда карту еще следующую положим. Башня. Кто угодно, знаете, как это про перышко, которое сломало спину верблюда, да, или, ну, башня, взрыв, молния, стечение обстоятельств. То есть настанет такой переломный момент, когда старый мир будет рушиться, вот этот, а он уже у него начинает рушиться. То есть его старая структура мира, она уже в процессе, да. Ну, я не знаю, допустим, ну, меняет работу, меняет бизнес, да, меняет точку зрения, меняет мировоззрение. Или у него возраст там 33, 44, да, 55, 66, условно говоря, да, вот эти вот кризисные циклы. Или по восьмеркам, да, там 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, да, вот идет 80. То есть вот эти восьмизначные цифры. То есть башня, что или кто станет, тогда разницы нету, какое перышко сломает спину верблюду, да, вот как-то так. Поэтому здесь это произойдет внезапно, неожиданно. И вот ваши отношения, они в ближайшее время будут носить такой, знаете, характер неожиданных событий, каких-то таких эмоциональных взрывов, каких-то событий, новостей. И оно будет вот в таком разрушающем формате, да, вот где будет происходить трансформация реальности. Окей, то есть он отважится на решительное действие, да, какое-то по отношению к вам и добиться. А кто это будет? Стечение обстоятельств. Это может быть все вместе, да, знаете, как сойдется все в одной точке, как-то так. Хорошо, ну тогда, а как будут дальше развиваться ваши отношения? Как будут дальше будут развиваться ваши отношения, потому что на них как бы есть некая перспектива, да, ну или если есть перспектива. Королева жезлов, значит, смотрите, вам придется брать ситуацию в свои руки и пытаться управлять энергией мужчины через свои энергии. Это сексуальная власть, контроль, близость, интим и женская магия. Королева жезлов, прекрасно. Ну, то есть у вас будет получаться управлять процессом,
Нужны ли будут с вашей стороны какие-то обряды, ритуалы? Возможно, чтобы поддержать энергию, чтобы поддерживать энергию. Не для того, чтобы просто связать этого человека. Нет, ни в коем случае. Ему наоборот надо давать, развязывать ему руки. Ему надо давать возможности, а не угнетать эти возможности. Но для того, чтобы поддерживать в нем энергию. Возможно, это ваш какой-то будет импульс энергетический, и он его почувствует, да, и отважится поменять, трансформировать, разрушить старый мир, чтобы на его, как говорится, руинах построить новый. Немножко пафосно, а как? Так и происходит, да. Пафос, он иногда дает некие стимулы к жизни, да, и побуждает, да, где-то, может быть, где-то и возбуждает вот эти огненные карты, вот эти вот. Окей, хорошо, а к чему в результате, да, вот этого всего приведет эта ситуация? Вот во что она структуризируется, король? Это, кстати, частый вопрос. Просто влюбленная. То есть откроется дорога, будет сделан правильный выбор, и, возможно, вы дождетесь того поцелуя, может быть, в купальскую ночь, а может быть, в какую-то ночь другую, где в роли свечей на венках будет звезды на небесах. Поэтому он сделает, скорее всего, выбор в вашу сторону, и в результате это влюбленная. Прекрасная карта. Хорошо, тогда давайте спросим, как вам себя вести, на что обратить, может быть, внимание, чтобы не потерять себя и не усилить молчание, да? Вам нужно ждать, это первое, выжидать. Вам нужно поддерживать свою энергию, его энергию и, возможно, посылать ему энергетические импульсы, стимулировать его энергию на уровне энергии. Это тройка жезлов. Давать перспективу, давать вариантам проистекать. Будете зажимать, будете сидеть с ограниченным количеством вариантов. Да. Энергия отношений – это энергия. А из энергии что у нас? Формируется материальный мир. Окей. Хорошо. Перспектива есть. И в результате, да, эта ситуация, она приводит к сближению, к перспективе. И вам, получается, нужно его поддерживать энергетически. Вот что будет происходить в вашей личной жизни в ближайшие, например, 3 месяца, да, 3 месяца или полгода, да, 3 месяца, полгода. Какие переменные идут в вашу жизнь, да, что идет, колесница, что влетает. В вашу жизнь в ближайшие 3 месяца, полгода стучится счастье. Если вы эту энергию начнете направлять правильно, да, в нужном направлении, вам и счастливые перемены. 10 кубков. Идет счастье. То есть вы будете счастливы. Не знаю, знакомо вам это ощущение. Напишите, поставьте на паузу, закройте глаза и вспомните, были ли вы хоть раз в жизни счастливы. И если да, то когда и при каких обстоятельствах. Так в ближайшие 3 месяца-6 месяцев вы будете счастливы по этой карте. Она так работает. Для чего-то ж вы на этом раскладе есть, для чего-то ж вы задали сейчас этот вопрос, и для чего-то ж он вам звучит в вашей нейровселенной, правильно? Хорошо. Представим себе, допустим, пока, да, мы не будем представлять, потому что получится, как в фильме «Пустой человек», кстати, рекомендую посмотреть, очень глубокая тема. Допустим, что вы хотите другого партнера, другого мужчину или другую женщину, да, условно. И мы зададим вопрос. Он частый на раскладах личных. Появится ли новый мужчина в моей жизни, да, и чем он будет отличаться, может быть, от этого всего, что мы здесь услышали, да? В ближайшие 3 полгода, да, например.
Нет, 8 мечей, вы пока не можете уйти из этой истории. Вы не отвязались из предыдущей истории. Вы не боитесь, вы боитесь рискнуть, предположить, допустить, что это произойдет. Ответ пока нет. Старые отношения или предыдущие отношения вас не могут отпустить. Понимаете? Каковы перспективы у вас на будущий год? Вот, если вы что-то поменяете в своей жизни, сверите в сфере бизнеса или смените сферу бизнеса или работу, вот, что откроется, закроется, где будет рост, вот, перспективы роста где? У вас перспективы роста в личностной, духовной трансформации. Вы можете пойти в отпуск, отдохнуть хорошо. И если собираетесь менять работу, бизнес или что-то менять в сфере заработка, работы, подчинения или семейных отношений, то только после отпуска. И, возможно, во время отпуска или после отпуска у вас вообще сменится мировоззрение. Поэтому где у вас будет рост? У вас пока роста нигде не будет. Почему? Потому что вам нужно энергетически немножечко выждать, отдохнуть. И рост у вас будет в накоплении сил, здоровья, личных энергий. А потом, когда они накопятся, вы будете давать импульсы мужчине, себе и так далее. Что приходит? Что уходит и чем, собственно говоря, сердце успокоится в ближайшее, загадайте время, да, такой экспрессик небольшой, как заключение к вашей ситуации. Что приходит в вашу жизнь? Приходит у вас какая-то пока что тоска, 5 кубков, воспоминания о прошлом и такие душевные переживания, ностальгия и такие эмоции, которые вас не отпускают. То есть вам будет тяжело что-то отпустить. Приходит тоска по прошлому, по большому счету. Что приходит? А что уходит? А уходит возможность и момент, когда вы это можете изменить. Перемены к лучшему уходят, да? Но в итоге чем сердце успокоится? А в итоге сердце успокоится 5 пентаклей. Возможно, вам придется что-то потерять и что-то прогнать, или что-то упустить для того, чтобы осознать і начать действовать по-другому. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.